Белая выдра, знаменитый молодой военный вождь племени Аглала Сиу, и его друзья Солнечная птица и маленький ворон из племени Мини-Конжу искали в прериях бизонов. Была ранняя весна, время новолуния, и Сиу ожидали, что большие стада бизонов будут мигрировать на север с зимних пастбищ. «Очень скоро придет Татанка, тогда у нас будет несколько хороших дней и много мяса», сказал белая выдра своим друзьям. Желтая лошадь поет шаманские песни, чтобы привести бизонов. Они придут. Этому поспособствует мой отец, сказал Солнечная птица. Я видел, как он проделывал это много раз. Твой отец такой же великий шаман, как и желтая лошадь, заявил белая выдра. Хотя деревни Аглала и Мини-Конжу находились на расстоянии многих дней пути, молодые воины довольно часто навещали друг друга. Годом ранее белая выдра сопровождал Мини-Конжу в большом военном походе против черноногих. Теперь Солнечная птица и его брат Маленький Ворон приехали в деревню племени Аглала, чтобы поучаствовать в весенней охоте на бизонов. Трое молодых разведчика производили впечатление, когда они мчались по прерии на своих быстрых маленьких охотничьих пони. Белая выдра был высоким и стройным. Солнечная птица был значительно ниже и мощнее. Маленький ворон был моложе. У него было более юное лицо, и он был ниже ростом. Все проявляли черты воина Дакота. Они были бесстрашными, осторожными и хитрыми. Каждый доказал свое мужество и мастерство в ряде захватывающих подвигов, и, несмотря на свою молодость, все трое были известными воинами. Они были одеты в простую одежду охотника, состоящую из мокасин и леггинсов, из оленей кожи, доходивших до бедер. Они были обнажены выше пояса. Их волосы были заплетены в две косы, обернутые мехом. Белая выдра и Солнечная птица, как вожди своих племен, имели право носить желанный боевой головной убор из орлиных перьев. Два друга оставили их, чтобы быть максимально незаметными в поисках добычи. У белой выдры, однако, было единственное орлиное перо на голове. Они были вооружены луками и стрелами, а также кремниевыми охотничьими ножами. Белая выдра и Солнечная птица несли огненные палки. Каждый был снабжен накидкой из шкуры лося, которая была сложена под ним на спине его пони. 2 дня они исследовали прерии к югу от лагеря Аглала. Однако они не видели ничего, что указывало бы на приближение больших стад бизонов. Тем не менее, они были уверены, что пройдет всего день или около того, пока не появятся бизоны. «Когда мы их увидим, мы быстро поедем и сообщим нашему народу», — сказал белая выдра. «Да, согласен. Мы первыми расскажем об этом», — с энтузиазмом заявил Маленький Ворон. Они находились на значительном расстоянии от деревни Аглала, и по мере того, как приближался 3-й день, они начали задаваться вопросом, не будет ли безрассудно рисковать двигаться дальше на юг. Они знали, что существует вероятность столкнуться в этой местности как с Кайова, так и с Пауни. И что племя Юта с запада и даже их ненавистные враги, Кроу, иногда спускались на эту спорную территорию. Таким образом, Сиу осознали, что подвергают себя значительной опасности. «Мы прошли долгий путь, мы должны быть начеку», — предупредил белая выдра. «Это правда», — согласился Солнечная птица. «Пауни путешествуют в этих краях. Возможно, они ищут бизонов. Мы должны быть осторожны». Они остановились у небольшой тополиной рощи, которая давала корм и воду для пони. Поскольку день почти закончился, у них возникло искушение провести ночь в этом месте. Однако белая выдра отказался. «Это было бы глупо», — заявил он. «Наши враги знают об этом месте. Возможно, они придут сюда, когда стемнеет. Мы должны уехать». «Это лучшее, что можно сделать», — сказал Солнечная птица. Они бродили, пока пони не закончили кормиться, а затем приготовились уезжать. В этот момент на гребне невысокого холма к западу внезапно появилась небольшая группа антилоп. Они остановились и, казалось, наблюдали за чем-то по ту сторону гребня. Было очевидно, что те были встревожены. У Сиу возникли подозрения.
Они внимательно наблюдали. «Что-то напугало Тата Кадана», — сказал солнечная птица. «Смотрите! Они бегут по гребню», — взволнованно прошептал маленький ворон. Антилопы спускались по склону. Достигнув дна, они повернули к маленькой рощице, в которой укрылись Сиу. Те наблюдали за ними с большим беспокойством. «Это плохо», — заявил белая выдра. «Возможно, кто-то подглядывает за тем холмом. Если эти антилопы подойдут близко, они узнают о нас. Затем они убегут. Если охотники будут наблюдать за тем гребнем, они будут знать, что здесь, в этом месте. Возможно, они решат идти сюда, чтобы узнать, что тут». «Это плохо», — сказал солнечная птица. Антилопы все еще бежали к роще. Однако несколько старых самцов остановились, чтобы оглянуться на гребень. Остальная часть группы продолжила путь через прерию. Они скакали против ветра. Затем подошли к роще в пределах досягаемости стрел, но внезапно остановились и что-то заподозрили. Они уловили запах опасности. «Тата Кадан осторожный», — засмеялся солнечная птица. «Ветер рассказал про нас», — сказал маленький ворон. Белая выдра промолчал. Он наблюдал за антилопами с серьезными опасениями. Их поведение встревожило его. Он был совершенно уверен, что они вызовут недоверие любых врагов, которые могут слоняться в пределах видимости, и соблазнит их исследовать рощу. Эта мысль встревожила его. «Видишь ли, Тата Кадан стоит там». «Как напуганная старуха», — раздраженно сказал он. «Если наши враги вблизи, то они придут сюда, чтобы посмотреть, что напугало Тата Кадана». «Идемте же». «Уходим отсюда», — предложил маленький ворон. «Подожди, подожди», — взволнованно воскликнул солнечная птица. «Я видел, как что-то выглядывало из-за вершины холма». «Я что-то вижу», — сказал маленький ворон. «Что-то похожее на Маяша, койота». Они увидели, что над вершиной хребта осторожно поднималась голова койота. Антилопы обнаружили его, занервничали и подали сигнал об опасности. «Это плохо», — тревожно сказал белая выдра. «Возможно, это Маяш, койот. Но, возможно, это и охотник. Мы должны внимательно наблюдать». Пока они продолжали наблюдать за гребнем, небольшая группа антилоп внезапно развернулась и помчалась на север. Было очевидно, что они решили избегать рощи. Через несколько мгновений самцы, наблюдавшие за хребтом, понеслись за ними. «Хорошо», — сказал белая выдра. «Теперь мы узнаем, кто там, на том холме. Если это Маяш и его народ, то они уйдут. Если это наши враги, они будут продолжать наблюдать за этим местом». «Что-то вижу», — сказал ему солнечная птица. Над гребнем все еще виднелась голова таинственного хищника. Его силуэт четко просматривался на фоне угасающего заката. Похоже, это была голова Маяша, койота. Сиу отчетливо видели длинную тощую морду и заостренные уши Маяша. Тем не менее, они были настороже. Они знали, что разведчики часто покрывали себя шкурой Маяша, чтобы подкрадываться к дичи, а также шпионить за своими врагами, не вызывая подозрения. «Я не верю, что это Маяш», — наконец заявил белая выдра. «Он слишком неподвижен. Маяш бы передвигался. Я считаю, что это охотник». «Мы будем наблюдать», — сказал солнечная птица. «Смотри, смотри. Есть еще один», — воскликнул маленький ворон. Вдруг появилась вторая голова. Похоже, это тоже голова койота. Однако Сиу мучили сомнения. Если эти далекие объекты действительно были койотами, их действия были очень необычными. Они старались хорошо спрятаться за хребтом, а поскольку антилопы находились на значительном расстоянии к северу, то было очевидно, что таинственные существа наблюдают за рощей. Сиу укрылись среди деревьев, и никто не мог их увидеть. Поэтому они решили наблюдать, пока странные объекты на гребне не покажутся или не исчезнут. Через несколько мгновений один скрылся из виду. «Плохо», — сказал белая выдра. «Теперь я считаю, что они разведчики.
Возможно, кто-то ушел позвать охотников. Мы должны быть начеку. Дневной свет угасал. На прерию опустились сумерки. Сиу было трудно различить оставшийся объект на гребне. Они почувствовали значительное облегчение, узнав, что близка ночь. «Очень скоро стемнеет», — сказал Белая выдра. «Тогда мы уедем». Они с нетерпением ждали наступления темноты. Их единственное опасение заключалось в том, что группа врагов может направиться к роще, прежде чем темнота позволит остаться незамеченными. Они совсем не боялись, что будут схвачены, но стремились избежать обнаружения. Увидев все эти подозрительные знаки, они поняли, что слоняться поблизости может быть опасно, и они хотели остаться, пока не найдут стадо бизонов. Разведчики внимательно наблюдали, пока наконец не наступила ночь. Затем они сели на пони и выехали из рощи. «Ну, Белая выдра, как ты к этому относишься?» — поинтересовался маленький ворон, пока они осторожно ехали на восток. «Я считаю, что мы в опасности», — сказал ему Белая выдра. Они продолжили путь через прерию, пока не добрались до неглубокого ущелья, которое они миновали на пути к роще. Белая выдра посоветовал остановиться там до рассвета. «Это хорошее место», — сказал он. «Мы подождем здесь и прислушаемся». Они оставили пони на дне оврага, а затем поползли в прерию, чтобы посмотреть и послушать. Прошло много времени, прежде чем они услышали что-либо, вызывающее их подозрения. Затем они услышали унылый вой койота в направлении рощи. Хотя это звучало естественно, Сиу этому не доверяли. Дважды он пронзительно раздавался в ночи, а затем прекратился. Они были почти уверены, что это был сигнал. Они с нетерпением ждали ответа с гребня. Однако тишина продолжалась. «Я считаю, что это был разведчик», — сказал Белая выдра. «Возможно, он подавал сигнал своим людям. Возможно, мы услышим пони», — предположил маленький ворон. «Мы слишком далеко», — сказал ему Белая выдра. «Эти люди будут ехать налегке. Вероятнее всего, это был всего лишь маяж», — сказал солнечная птица. Возможно, он направлялся туда на водопой. «Да, это может быть правдой. Но я считаю, что это был кто-то другой», — ответил Белая выдра. «Мы находимся на территории наших врагов. Мы должны быть бдительными»,